переходим уже к симпозиуму, к работе симпозиума «Экологический мониторинг». Вот. Я представляю судебное экспертное учреждение СНАП, город Самара, судебное, техническое, строительное, экономическое, криминалистические экспертизы. Мы находимся на стыке между наукой и юристами. Исследования глобальные проводите вы проводите исследования глобальные, а мы их адаптируем и передаем в юридическую среду. Юристы, люди, которые закончили техническое образование в 10 классе, мы должны вашу работу переработать и подать, отсечь лженауку и подать только науку конкретно юристу на исполнение. Я представляю доклад «Чернобыльская авария». Смысл работы заключается в том, что я переработал тему и даю вам максимально просто и понятно. Если будет понятно каждому студенту, здесь находящемуся в зале, значит, статья удалась, мой доклад удался. Если кто-то что-то не понял, значит, это моя фиаско, и я неправильно сработал. Итак, начинаем. Чернобыльская авария. Цель всей передачи информации о Чернобыле к юристам заключается в том, что для обеспечения устойчивого развития общества мы должны ликвидировать ту угрозу, которая существует и проводит геноциды, войны, теракты и все, что препятствует вообще развитию, нормальному развитию общества и экологической безопасности на планете. На проект. Да. Чернобыльская авария. Вот вы видите эпицентр взрыва. Всем видно, да? Разрушены железобетонные конструкции справа-слева и взорвана крыша здания. То есть это огромные разрушительные силы взрыв. Эпицентр находится непосредственно в центральном зале. И это ядерный взрыв, чтобы все понимали. Никакой другой энергетики внутри здания нету для того, чтобы нанести такие разрушения. И быть не может. Теория официальная, которую пропаганда внедряет в сознание обывателей, что якобы вода реагировала с цирконием, разложилась на кислород и водород, а потом гремучий газ взорвал всю станцию. Но это, конечно, лженаука, поэтому мы ее отсекаем и говорим, как и есть. Комиссия расследовала государственная. Значит, на атомной станции стоял черный ящик, который фиксировал все параметры. И у нас зафиксированы следующие данные. Значит, 1 час 23 минуты 40 секунд зарегистрировано нажатие кнопки автоматической защиты для остановки реактора. Через 3 секунды зарегистрировано первое появление аварийной ситуации. И в 47 секунд после нажатия кнопки произошел взрыв. То есть от аварийной ситуации до взрыва прошло 4 секунды. То есть никакие действия персонала в принципе не могут быть и не влиять ни на что. Потому что они для того, чтобы ликвидировать последствия, должны нажать кнопку автоматической защиты. Они уже ее нажали, они в принципе не могут ничего сделать. Персонал станции в принципе не виновен в ситуации. Теперь, что касается эксперимента, который проводился на станции. Значит, на станции проводился эксперимент, с турбины снималась нагрузка, и по секундомеру смотрели, сколько она прокрутится до полной остановки. По времени вращения турбины делается суждение о состоянии подшипника. То есть это совершенно не опасный эксперимент, он проводится на любом двигателе более-менее пригодном. Так, с аварией все понятно, да? Теперь, что произошло с технической точки зрения, как причина взрыва? Этот вопрос исследовался. Значит, я прошу прощения. Проблема заключается в том, что за 10 лет до этого случая на Ленинградской атомной электростанции произошла аналогичная ситуация, был перегрев контура реактора, и когда начали разбираться, то выяснилось, что когда стержни автоматической защиты включают опускание стержня вниз, происходит образование паровоздушной пробки впереди стержня. То есть впереди стержня двигается паровоздушная пробка. Не вода, а паровоздушная среда. Сквозь
нейтроны спокойно проходят, и вместо того, чтобы получить остановку реактора, на первичных секундах остановки реактора происходит его разгон. То есть вначале реактор разгоняется, а потом останавливается. То есть когда оператор станции нажимает кнопку «Отключить реактор», станция вначале повышает свою активность, а потом гасится. Вот это было выявлено в 1975 году. Два научно-исследовательских института отработали этот вопрос и выяснили этот эффект. И это было как раз те проектные решения для будущей модернизации атомных станций, которые не были внедрены в последующем по одной простой причине, что если топливо соответствует регламенту, то вообще не о чем беспокоиться. Поскольку если топливо у нас регламентное, то у нас никаких аварийных ситуаций в принципе быть не может. Извините, а вы можете? Вообще, ладно, все. Так, ладно, буду там качественно рассказывать. Что произошло? Они положили расчеты на бумагу. То есть за 10 лет до аварии в Чернобыле все эти расчеты по аварийной ситуации были известны. Они были известны и как государственной безопасности, так и партийным органам. Соответственно, спецслужбы США, Англии спокойно эту всю информацию получили и могли спокойно просчитать, какую надо внести активность в зону, чтобы вот при остановке реактора это создало ситуацию его разгона и взрыва. Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что при использовании штатного топлива взрыв атомной станции был невозможен. То есть топливо в станции было не штатное. То есть этот вопрос изучался двумя профессорами. Математический расчет вероятности был установлен с 100% уверенностью, что часть локальной зоны, часть стержней были туда умышленно внедрены, именно не штатные, не регламентные. Потом по оперативной информации стало известно, что это было топливо с подводных лодок, там более высокое активное топливо, и его специально снарядили стержни, и эти стержни были привезены на эту станцию, и за неделю до взрыва и туда были вставлены. И станция должна была взорваться при остановке. То есть станция была обречена, когда стержни должны быть внедрены. Значит, на тот момент у нас действовали гражданская оборона. Вот такие плакаты висели в каждой школе, в каждом институте. Все знают, что делать при обнаружении радиации. Прятаться и оберегаться. Рядом со станцией находится войсковая часть, которая отслеживает пуски ядерных ракет и обнаруживает атомное нападение со стороны США. Эта станция в автоматическом режиме вела наблюдение за США. Соответственно, через 2 часа после взрыва станции они автоматически зафиксировали ядерное нападение. Через 2 часа Москва уже знала всю ситуацию по радиационному заражению. Вывод. Центральные органы власти знали, но мер не приняли. Теперь, что касается... Это вот часть доклада техническая. Я ее закончил. По техническим теме у вас все понятно, всем студентам? Перехожу теперь к криминалистической части. Значит, если мы попытаемся определить, какую зону радиоактивного заражения хотели создать, вот вам, пожалуйста, роза ветров, господствующие на данной территории. Вы видите, что накрывается юго-восток Украины. Сразу обращаю ваше внимание на то, что данная статья была разослана в Евросоюз еще в начале 2014 года, до событий на Украине. Поэтому то, что сейчас в Украине происходит, просто они подписались под это самое. Вот это то, кого они хотели убить на этой территории. Вот что получилось в результате. В чем у них произошла проблема? Почему они не достигли нужного результата? Если бы военные планировали до конца операцию, они бы взрыв сделали соответствуя с прогнозом погоды на данной территории. То есть
назначенное время. И он был спланирован на дату. Дата соответствует еврейской Пасхе. То есть это ночь на Пасху, на субботу, субботнее богослужение. Это было в качестве жертвоприношения. Об этом открыто рассказывает всем, чтобы никто меня не обвинял в антисемитизме, об этом открыто рассказывает всем раввин города Харькова Эдуард Ходос, который, когда все это дело осознал, принял православие. Вот у нас зона радиоактивного заражения, и вот у нас элементы, которые после распада живущих элементов заразили эту территорию. Что нам известно о результатах? Это, во-первых, зафиксированы резкий рост раковых заболеваний. То есть, в принципе, экологи, у нас вот эта ситуация с Чернобыльской аварией очень хорошо задокументирована. Нам нужно теперь вот эти все работы передать юристам для того, чтобы предъявлять иски и чтобы спецслужбы начали работать. Нам нужно ликвидировать вот эту вот бандитскую группировку, которая вот устраивает все вот эти беспорядки. Вот эта группировка, она в принципе известна, никто ее не скрывает. Американцы открыто говорят, что они взорвали 9/11. Это международная еврейская преступная группировка Ротшильдов-Рокфеллеров. Главный у них находится Ротшильд. Туда же входит королевская семья Великобритании, ведущие круги Швейцарии и Израиля. Они открыто выступают о том, что 90% населения на планете должно быть уничтожено. В том числе и финансируются все проекты, которые нацелены на убийство населения, на разрушение экологии, на ГМО, на прививки с целью геноцида. То есть вот это люди, которые идеологи вот этой всей системы. Соответственно, под их влиянием никакие экологические программы вообще в жизни проводиться не могут. Они будут делать все, чтобы все были убиты. Поэтому вот умышленно финансируется все вредное. Порнография в сети, интернет. Все это оттуда. Это не думайте, что там будут там делать нечего, там порнографию снимать. Это все в промышленном масштабе делается специально. Вот их символы. Шизофреники, вообще в принципе серийные преступники, они имеют почерк криминальный. И вот символизм, он выдает их планы, историю, культуру, она, в общем-то, наглядно видна. Что здесь вам в рисунке непонятно. Вот, пожалуйста, вид фундации. Это прививки детям, да? Кто будет прививать детей, знаете, это вам Билл Гейтс. От этой банды прививку делает. Вот Гайдаровский форум. Видите, как символика у них хорошо совпадает. Вот, пожалуйста, Газпром. Газпром хорошая компания, но почему-то финансирует антигосударственную радиостанцию «Эхо Москвы». Пожалуйста, вот это вот известный G7, G8. И вот вам серп и молот, который неожиданно также сложился в букву «Г». Поясните, пожалуйста. Вот это вот человек, который руководитель секты экстремистской в Соединенных Штатах Америки, который в 1994 году выступил с заявлением о том, что славян надо уничтожить. Вообще, в принципе, белую расу уничтожить. И, в принципе, мы с вами живем, климат изменится, и нужно убить всех на территории Самарской области, Казань, Поволжье, да. Вот показываю, вот, пожалуйста, снизу вот то, что они хотят. То, что Шлепсон объявил, вот на этой территории они хотят убить. И сюда переселить Израиль. Они утверждают, что с изменением климата на этой территории будет хорошая жизнь, а Самара подлежит уничтожению, Казань, и вот юго-восток Украины уже начали бомбить. Это было сделано заявление в 1994 году, и у нас в 1994 году мусульмане начали почему-то отбивать халифат. В Чечне, запланировав ту же самую территорию под исламским государством. Вот это карта Голодомора сверху, вы видите. Официальная карта Украины, карта Голодомора. Снизу это английская карта Хазарии, которая была объявлена Черчиллем как интересующая Англию для того, чтобы они тут должны вот эту всю территорию передать еврейскому государству. Хазария — это абсолютно вымышленная история, вы можете поднять все публикации, абсолютно вымышленная, полностью. Возвращаясь к теракту. Вот дата. Это 1981 год.
бомбежка ядерного реактора в Ираке. То есть криминальная вот эта банда, она почерк не меняет, она действует строго по своим старым традициям. Я опубликовал статью «Пересмотр Нюрнбергского процесса» в Международном научном журнале США. Главным рецензентом журнала себя называет профессор Стэнфордского университета и посол США в России Майкл Макфол. То ли он отвлекся, то ли не понял, но, в общем, статья вышла. Смысл статьи – кто на нас напал и откуда эти люди вообще у нас взялись. Тема эта у нас идет с 2017 года. В 2017 году, как и все страны, у нас произошла революция. И вот человек, пожалуйста, образец того человека, кто у нас возглавлял, заведовал тайной, который все знал. Таким образом, когда еврейская общественность говорит, что Сталин убивал евреев в 1937 году, они не правы. Сталин сам был поднадзорной фигурой у НКВД, а вот эти самые люди, американские евреи, убили евреев в России в 1937 году. Вот это более правильная оценка ситуации. Ну и так, а почему не показывают? В целом я что хочу сказать. Значит, опубликованные статьи, я не пойму, почему это последний. Чтобы вам было понятно, хочу так сказать, самарский юрист Ульянов не является Лениным. Самарский юрист Ульянов не виновен в геноциде народа. Это другие люди. Ленин в мавзолее с 2010 года с подачи нашей экспертной организации числится неопознанным трупом. Мы его должны опознать и передать правительству США. Об этом был доклад Международной конференции судебной экспертизы в 2015 году. Мой доклад там назывался «Фальсификация документов агрессивного режима США в России». Труп Ленина – это, по всей видимости, наш еврей, который эмигрировал в конце 19 века в США, принял гражданство США и вместе с оккупационными войсками США прибыл сюда в 1917 году в качестве министра пропаганды оккупационной администрации. Вот это труп того человека, который у нас лежит в мавзолее. Эта тема разбиралась, все подтверждено. Все, вот я вам доложил. Дальше жестко, беспощадно банду уничтожаем. Ваши экологические разработки по Чернобылю в полный рост, оценка ущерба и вот вперед. Спасибо за внимание. Да, в общем, я взял это